Польша для людей из России не экзотическая страна, как, например, страны Азии или тропические острова в океане, где, наверное, очень многое покажется удивительным и странным. Тем интереснее после переезда видеть маленькие и большие отличия в повседневной жизни, которые на фоне общей похожести выбиваются из привычной реальности. И сегодня мы расскажем о 10 таких отличиях. Иногда дешевеет бензин. За все время, что у меня была машина, я не помню, чтобы в России хоть когда-то дешевел бензин. Правда, я там не был уже больше года. Если что-то изменилось, прошу исправить меня в комментариях. Тем больше было мое удивление, когда я первый раз увидел, как на местной заправке он подешевел с 5 злотых до 4,5. В тот день я даже решил, что на всякий случай заправлюсь на другой. Я подумал, что может с этой АЗС что-то не так. Но на другой цена была примерно настолько же ниже. Заправляться пришлось дешевле. Насколько я знаю, Польша не добывает нефть и импортирует нефтепродукты, и снижение цен было связано со снижением стоимости сырья. Честно говоря, я так и не понял, почему в России при колебаниях цен на нефть цена на бензин неизменно растет, и жители должны из своего кармана компенсировать эту разницу для корпораций. Нет отчеств. В российском паспорте всегда используется, кроме имени и фамилии, еще и отчество. Также оно всегда пишется во всех официальных документах, даже на почтовых адресах. Уважительное обращение к людям старшего возраста или людям с более высоким социальным статусом требует употребления отчества вместе с именем. Первый документ, в котором отчество не фигурирует – загранпаспорт, так как в англоязычном варианте имени оно не используется. В Польше же во всех договорах и документах используют также только имя и фамилию. Сначала это очень непривычно и всегда кажется, что ты что-то не дописал в документе. Но за 2 года все изменилось, и когда при отправлении посылки из России меня спросили отчество, я даже удивилась, зачем его писать в строке адресата. Некоторые знакомые поляки учат русский язык. Для меня это немного странно, потому что не так давно, примерно до 80-х годов прошлого века, изучение русского языка было обязательно принудительным в школах. И как все, что людям навязывают в принудительном порядке, русский язык вызывал и часто продолжает вызывать антипатию в плане изучения, к сожалению. Тем не менее, я знаю 2 человек, которые учат русский язык для себя, для удовольствия. Интересуются культурой и историей России, смотрят российские фильмы. Конечно, я с ними общаюсь, и для меня это отличная возможность взглянуть глазами поляков на привычные для меня вещи. Также у меня есть знакомые иммигранты, которые принципиально не учат польский. Они выучили несколько фраз, предложений, так сказать, на крайний случай, но стараются обходиться английским. На мой взгляд, изучение другого языка позволяет понять, как думают его носители, взглянуть на мир их глазами. Это интересно и полезно. Лично у меня нет предубеждения ни к каким языкам. Если бы вместо Польши я поехал работать в Африку или Южную Америку, например, то все равно постарался бы учить и использовать местный язык. Не отключают горячую воду. Обычная ситуация для российских городов летом: в многоквартирных домах отключают горячую воду на неделю или 2, и иногда не 1 раз. Это связано с разными профилактическими работами, испытаниями, ремонтом и еще бог весть знает с чем. Это уже стало настолько обыденным и привычным, что с трудом верится, что может быть как-то по-другому. К этому привыкаешь и воспринимаешь, как плохую погоду. Вроде того, что на улице дождь, нужно взять зонт, в квартире отключили горячую воду, надо кипятить. Хотя первое время в Польше мы даже не сразу заметили и поняли, что чего-то не хватает. Только когда родные и друзья стали жаловаться, что опять отключили воду, оказалось, что, похоже, в Польше так не делают, и трубы остались без профилактики. Не вспомнили о трубах и на 2-й год.
Скажем честно, лето с горячей водой нам нравится гораздо больше. Отношение к потерянным вещам. Гуляя по улицам в Кракове, обращаешь внимание на то и дело висящие на кустах, заборах или столбиках варежки, шапочки, шарфики и прочие вещи. Они были кем-то потеряны, но прохожие, как правило, подбирают их и вешают на видное место, чтобы они не испачкались и их можно было легко найти. Конечно, это не чисто польская традиция, и в России так тоже делают, но тут это прямо массовое явление. Особенно это заметно в холодное время года, когда кусты вместо листьев покрываются варежками. Недавно я на себе испытал прелесть этой традиции, когда, гуляя с дочерью на площадке, мы потеряли ее шарф. Стемнело, и я уже думал, что мы его не найдем в опавшей листве, но кто-то заботливо подобрал его и повесил на ограждение рядом с калиткой. Не носят бахилы. Обычная ситуация для России, что при входе, если вы не снимаете уличную обувь, вас просят надеть бахилы. В медицинских учреждениях, например, это вообще строго обязательно, и без этого ты не сможешь никак прийти на прием к врачу. И вообще такая обычная практика, что у меня в рюкзаке с собой всегда была пара одноразовых бахил, на всякий случай. В Польше единственный раз за все 2 года нас попросили надеть бахилы в музее замка, потому что там был какой-то оригинальный старинный пол, по которому нужно было очень бережно ходить. И это были тканевые многоразовые бахилы. А особенно непривычно без бахил здесь в Польше чувствуешь себя именно в больницах. В стоматологии, например, когда в уличной обуви садишься на кресло, такое ощущение, как будто ты в этой уличной обуви зашел в дом. Но здесь это нормально, потому что с грязью и слякотью другая ситуация. Мало глухих заборов. Частные территории в Польше, как правило, не огораживаются глухими заборами. Это относится как к жилым корпусам и, что более удивительно, к загородным домам. Как правило, лужайку перед домом можно без проблем увидеть, как и сам дом. Заборы часто выглядят чисто символическими. С другой стороны, в поселках с частными домами-коттеджами под Уфой большой популярностью пользуются глухие высокие заборы. В Польше, если ты желаешь больше приватности, то всегда можешь посадить вдоль забора туи, либо поставить закрытый забор, но такое не часто увидишь. Меньше денег тратят на понты. Возможно, это субъективное мнение и восприятие, но в Польше люди меньше денег тратят на различные статусные вещи, которые призваны именно продемонстрировать богатство. Конечно, есть и дорогие автомобили, айфоны, и брендовая одежда, но это есть у тех, кто реально может это себе позволить. У большинства людей нет стремления во что бы то ни стало обладать такими вещами и демонстрировать свой успех окружающим. У многих не брендовые, но качественные вещи, удобные функциональные телефоны. Люди стараются одеваться в первую очередь именно удобно, как им нравится, а уже потом все остальное. Кстати, зимой никто не носит шубы. Возможно, это, конечно, из-за погоды и теплых зим, но, возможно, и не так. Почта. Еще одно большое отличие от России – то, как работает почта. В Уфе письма и посылки для нас всегда приходили в одно и то же почтовое отделение, где мы их, собственно, и забирали. В Кракове они приходят в разные, и уловить какую-то закономерность пока не удается. Хотя вроде как большие посылки приходят в одно отделение, которое довольно далеко от нас, а вот письма и совсем маленькие посылочки приходят в отделение поближе. А еще практически никогда не приносит извещение о том, что посылка прибыла. Нужно следить по трек-номеру и самому приходить за ней. Асципок. Это солено-копченый овечий сыр, который в Польше можно попробовать на ярмарках, торговых площадях и других туристических местах. Это такой уличный фастфуд с местным колоритом. Обычно асципок поджаривают на гриле, и он очень аппетитно пахнет. Подают с брусничным вареньем. Сочетание странное, но очень вкусное. Если понравилось, подпишитесь на канал, пишите комментарии
Не забудьте нажать на колокольчик, если еще этого не сделали. И рекомендуйте видео друзьям. До встречи!